Друзья, всем привет! В этом видео я хочу предложить вам связать вот такой интересный оригинальный узор жгуты с дырочками. Дырочки можно выполнять только в жгутах, а между жгутами дырочки не делать. И тоже будет классно. Я покажу схему, расскажу, как по ней вязать, и мы вместе попетельно свяжем образец узора. Также я расскажу, как вязать такой узор по кругу. А также покажу, как легко и просто выполнить переплетение в жгутиках без дополнительной спицы. Таким узором можно связать и топ, и майку, и футболку, и джемпер, и кардиган, и палантин, все что угодно. Так выглядит узор с лицевой стороны. А это его изнаночная сторона. Я свой образец вязала из полухлопка спицами номер 4. Я вам вставлю картинку, как смотрится такой узор из гладкой тонкой пряжи. Перед вами схема узора. Какие условные обозначения мы видим на схеме? Плюсики – это кромочные петли. Вертикальные палочки – это лицевые петли. Горизонтальные палочки – это изнаночные петли. Кружочки – это накиды. Палочка с наклоном влево – это 2 петли вместе, лицевой с наклоном влево. Палочка с наклоном вправо, 2 петли вместе с наклоном вправо. Вот такой знак – это перекрещивание петель, 6 петель влево. Как это перекрещивание выполнить без дополнительной спицы, я вам покажу. Как провязывать вот такое обозначение со стрелкой и что это значит, я также вам покажу. Особенность этой схемы в том, что мы в 4-м ряду провязываем не 6 лицевых петель, как везде в этой дорожке, а 5 лицевых петель. И потом эту петлю мы восполняем в 5-м ряду. Вот здесь я отметила 5 петель, в 4-м ряду будет, вот здесь. Вот такая цифра 2 сверху с такой с дугой. Это 2 петли вместе одной изнаночной петлей. На схеме указаны и четные ряды, и нечетные ряды. Это видно по нумерации. То есть схема похожа на японскую схему, где указываются все ряды. То есть эта схема предназначена для кругового вязания. Как вязать по кругу, я расскажу в конце видео. При поворотном вязании мы провязываем раппорт узора вверх, включительно до 10-го ряда. То есть раппорт узора вверх составляет 10 рядов. И далее повторяем узор с 1-го ряда, опять же по 10-й. Раппорт узора есть и в ряду. Это 10 петель, которые постоянно повторяются. Для поворотного вязания мы должны набрать количество петель, которое делится на число петель раппорта, на 10 петель. Добавить 2 кромочные петли и добавить 4 петли симметрии, которые нужны для гармонии узора. То есть он должен начинаться одинаково с 4 изнаночных петель и заканчиваться также 4 изнаночными петлями. Как мы провязываем эти ряды при поворотном вязании? Все четные ряды 1, 3, 5, 7 и 9 мы провязываем справа налево по схеме, то есть по условным обозначениям схемы. Все четные ряды 2, 4, 6, 8 и 10 мы провязываем слева направо. Наоборот, как здесь указано. Если здесь указана изнаночная, мы вместо нее вяжем наоборот лицевую петлю. Если указана лицевая, вместо нее мы вяжем изнаночную петлю.
То есть мы вяжем четные ряды по рисунку лицевых. Вот второй ряд мы вяжем по рисунку первого ряда. Или можно читать условное обозначение второго ряда наоборот, как я уже сказала. Для образца я набрала 26 петель. Это 2 раппорта по 10 петель, 20 петель, 2 кромочные петли, 22 петли и 4 петли симметрии узора, 26 петель. И провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной петлей. Этим я подготовила петли к их правильному положению, а также перешла на лицевую сторону, где у меня вот такая красивая косичка наборного края с лицевой стороны. Если вы вяжете классикой, классическими петлями, то также провязываете базовый подготовительный ряд, чтобы выйти на лицевую сторону. Хотя петли у вас уже после обычного классического набора петель лежат в правильном положении. Если вы вяжете изделие, начиная с какой-нибудь планки или резинки, то базовый подготовительный ряд вязать не нужно. Итак, первый ряд лицевой вяжем справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем. Далее 4 изнаночные. Провязываем 4 изнаночные петли. Шесть лицевых петель далее идут. Провязываем 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы провязали раппорт узора. Отделяем раппорт узора маркером, для того, чтобы не запутаться. Провязываем следующий раппорт. 4 изнаночные петли. Провязали. Далее идут 6 лицевых петель. Провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали второй раппорт узора. Отделяем его маркером. Далее вы вяжете следующий раппорт узора. 4 изнаночных и 6 лицевых. И так повторяете раппорт столько раз, сколько вы набрали раппортов. У меня всего 2 раппорта, поэтому я в конце ряда, только один раз в конце ряда провязываю 4 изнаночные петли симметрии. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд. Вяжем его слева направо. Наоборот. По условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем 4 лицевые петли. То есть у нас получается, что мы вяжем четные ряды по узору. Вот как смотрят петли. Они у нас здесь смотрятся как лицевые. Провязываем 4 лицевые. Можно вязать, несмотря на схему, просто по рисунку. То есть как смотрятся петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Далее у нас, переснимаем маркер, далее у нас идут 6 изнаночных петель. Вот они у нас выглядят как изнаночные. Вяжем ту петлю, какую видим. Если вязать по схеме, то вяжем петли наоборот. Видим 6 лицевых, вместо них вяжем 6 изнаночных. Или, как я сказала, не глядя на схему, вяжем по рисунку. Вот эти 6 изнаночных петель мы провязываем так, как они выглядят. Третья. Шестая. Далее идут
вот эти обозначения. Мы их провязываем наоборот. Провязываем вместо них 4 лицевые петли. Вот они у нас здесь смотрятся как лицевые. Вяжем их по рисунку. 4 лицевые петли. Маркер переснимаем, провязываем петли следующего раппорта. 6 изнаночных петель. 4 лицевые петли. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Третий лицевой ряд. Третий лицевой ряд. Вяжем его справа налево по схеме. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 4 изнаночные петли. Провязываем 4 изнаночные петли. 1, 2, 3, 4. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее 2 петли вместе с наклоном влево. Я вот эти 2 петли провязываю вместе одной лицевой за задние стенки, вводя левую спицу внутрь этих петель. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы также провязываете эти 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Но перед этим вы должны развернуть эти 2 петли. Как разворачивать петли, я далее покажу. Далее у нас идут 2 накида. 1 накид делаем, 2 накид. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Я должна развернуть эти 2 петли, так как я вяжу бабушкиным способом вязания. Для этого я правую спицу ввожу сзади работы за заднюю стенку петли слева направо и переснимаю петлю на правую спицу. Ввожу правую спицу сзади работы за заднюю стенку петли слева направо и переснимаю на правую спицу. А теперь вот возвращаю эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь этих петель. А теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы, не разворачивая эти 2 петли, сразу провязываете 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Далее у нас идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Маркер, который отделяет раппорт, первый мы переснимаем. Вяжем следующий раппорт. 4 изнаночные петли. Провязываем 4 изнаночные петли. Далее по схеме идет лицевая петля. Провязываем лицевую. Далее идет 2 петли вместе с наклоном влево. Я провязываю 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. Далее идет двойной накид. Делаем 2 накида. 1 накид, 2 накид. Затем 2 петли вместе с наклоном вправо. Я разворачиваю эти 2 петли, заводя левую спицу сзади работы за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Завожу сзади работы правую спицу слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю на правую спицу. Затем эти 2 переснятые петли возвращаем на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой за передние стенки. Далее идет лицевая петля. Провязали 2 раппорт. После того, как вы провяжете все раппорты по 10 петель, отделяя их друг от друга маркерами, в конце ряда провязываем 4 изнаночные петли симметрии. 1, 2, 3, 4. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Вяжем
4 изнаночный ряд. Вяжем его, читая условные обозначения наоборот. Или можно не смотреть на схему и провязать их по рисунку. Итак, 4 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем, затем читаем схему наоборот. Провязываем 4 лицевые петли. 4 лицевые петли провязали. Маркер снимаем. Далее идет у нас 2 изнаночные петли, то есть читаем их наоборот. Провязываем 2 изнаночные петли. Затем у нас идут 2 накида. Вот они. При поворотном вязании мы в 4 ряду первый накид провязываем изнаночной петлей. Я предлагаю провязать не изнаночной обычной бабушкиной, а изнаночной скрещенной, но можно и бабушкиной петлей. Изнаночной скрещенной для того, чтобы дырочка была такая более с ровными краями. Следующий накид мы сбрасываем. Далее у нас идут 3 изнаночные петли, 2 изнаночные петли. Далее у нас идут 2 изнаночные петли. Далее провязываем 4 лицевые петли. Провязали один раппорт узора, маркер переснимаем, повторяем раппорт. 2 изнаночные петли. 2 изнаночные провязываем. Затем у нас идет двойной накид. Первый накид мы провязываем изнаночной петлей. Я провязываю его изнаночной классической петлей, то есть изнаночной скрещенной, для того, чтобы края дырочки были более ровные. Второй накид я сбрасываю с левой спицы. Далее идут 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Далее идут 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 5-й лицевой ряд. Вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю снимаем. И далее у нас идут 4 изнаночные петли. Провязываем 4 изнаночные петли. 4. Далее идут 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые петли. 1, 2. И вот отсюда у нас будет прямо над дырочкой. Вот здесь 3-я лицевая петля. Провязываем вот здесь 3-ю лицевую петлю. Далее вот такое обозначение. Лицевая петля красного цвета со стрелкой, указывающая на накид в 3-м ряду. Это значит, что мы должны провязать лицевую петлю из накида 3-го ряда. То есть у нас вот здесь в 4-м ряду было не 6 лицевых петель в этой дорожке, а 5. И сейчас мы 6-ю петлю эту восполняем, добавляем. То есть мы должны ее провязать из накида. Вот отсюда вот. Можно провязать ее именно из накида, поднять вот так вот накид. На левую спицу, вернее, вот, скорее всего, эту ниточку, и провязать лицевой петлей. Но я предлагаю сделать так. Не из накида провязать лицевую петлю, а правую спицу завести под обе ниточки
подобие протяжки, вот подобие эти ниточки. Снизу захватить рабочую нить и вытащить петлю на правую спицу. Так будет край дырочки более такой ровной и красиво оформленной. Далее у нас идут 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли. Маркер переснимаем. Один раппорт узора мы провязали. Провязываем следующий раппорт. 4 изнаночные петли. Вторая, третья, четвертая. 3 лицевые петли. Первая, вторая и третья лицевая петля вяжется вот отсюда. Вот здесь есть петелька прямо над дырочкой. Вот здесь. Вяжется она отсюда. Вот так. Затем провязываем петлю из накида. Мы провязываем не из накида, а вот таким образом заводим правую спицу под обе эти ниточки, где был накид. Захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю на правую спицу. Далее идут 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли. Маркер переснимаем. Далее повторяете раппорт 5-го ряда столько раз, сколько у вас раппортов. Опять вяжете 4 изнаночные петли, 3 лицевые. Затем добавляете петлю из-под ниточек накида двойного. Затем 2 лицевые петли. В конце ряда, после последнего раппорта, маркер переснимаете и провязываете 4 изнаночные петли в симметрии в конце ряда. Кромочная петля также изнаночная бабушкина. Работу разворачиваете на изнаночную сторону. 6-й изнаночный ряд. Провязываем его наоборот. То есть условное обозначение провязываем наоборот. Вяжем его слева направо. Итак, кромочную петлю снимаем. Далее идут у нас 4 лицевые петли. То есть условное обозначение читаем наоборот. Вместо изнаночных петель читаем, что это лицевые петли. 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Переснимаем маркер, отделяющий петли симметрии. Далее у нас идут 6 изнаночных петель. То есть читаем условное обозначение наоборот. Или вот здесь даже уже видно, их можно вязать просто по рисунку. По рисунку предыдущего ряда мы здесь видим 6 изнаночных петель, так и вяжем 6 изнаночных петель. Можно по схеме смотреть, а можно вязать по рисунку. 3-я, 4-я, 5-я, 6-я. Далее у нас идут 4 лицевые петли. Читаем условное обозначение наоборот. Вместо изнаночных петель вяжем 4 лицевые. Или по рисунку получается вот так вот. Маркер переснимаем. Один раппорт узора мы провязали. Провязываем следующий раппорт. 6 изнаночных петель. Шесть изнаночных петель, 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. Кромочная петля, изнаночная. Такая дырочка красивая у нас уже получилась. Переворачиваем работу на лицевую сторону. 7-й лицевой ряд. Вяжем его по схеме справа налево. Кромочную петлю снимаем. Далее вяжем 4 изнаночные петли. Третья, 4-я. 6 лицевых петель. 6 лицевых петель. 3-я, 4-я,
5, 6. Маркер переснимаем. Провязали один раппорт. Вот такая дырочка такая красивая у нас получилась. Аккуратная. С такими ровными краешками. Вяжем следующий раппорт. 4 лицевые петли. 4 изнаночные петли. Вяжем по схеме. 4 изнаночные петли. 6 лицевых петель. Маркер переснимаем. Провязали мы второй раппорт. В конце ряда, после всех раппортов, которые вы провяжете, вяжем 4 изнаночные петли симметрии, как указано в схеме. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону, то есть на изнаночную сторону. 8 изнаночный ряд. Вяжем его слева направо, наоборот, по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут 4 лицевые петли. Провязываем 4 лицевые петли. Получается, что мы вяжем по рисунку. Вот здесь такая красивая у нас дорожка идет из лицевых петель. Переснимаем маркер, отделяющий петли симметрии. Далее у нас 6 изнаночных петель. Тоже вот они пойдут у нас по рисунку. Если вязать просто по рисунку, просто провязываем 6 изнаночных петель, как они выглядят. Видим изнаночную, вяжем изнаночную по рисунку. Далее тоже по рисунку можно вязать, несмотря на схему. 4 лицевые петли. Вот они. Вяжем ту петлю, какую видим, то есть по рисунку. Видим лицевую, вяжем лицевую. Маркер переснимаем, провязываем следующий раппорт. 6 изнаночных петель. Вот они по рисунку вяжутся, 6 изнаночных петель. По рисунку 4 лицевые петли далее идут. В конце ряда кромочная петля, изнаночная бабушкина. Провязали 8 ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет у нас такое обозначение. Цифра 2. Сверху над ней такая дуга. Это значит, мы провязываем 2 изнаночные петли вместе, 1 лицевой. Для этого мы переводим вперед работы рабочую нить и просто эти 2 петли подхватываем спицы и провязываем 2 вместе 1 изнаночной бабушкиной петлей. То есть это обозначение провязывания 2 вместе 1 изнаночной петлей. Далее идут 2 накида. Делаем 2 накида. Опять 2 петли вместе 1 изнаночной петлей. Провязываем 2 петли вместе 1 изнаночной петлей. Далее у нас идет перекрещивание 6 петель с наклоном влево. То есть мы должны сейчас вывязать жгутик. Я покажу, как это сделать без дополнительной спицы. Вот перед нами эти 6 петель. Первые 3 петли мы переснимаем на правую спицу, не провязывая, вводя правую спицу внутрь этих петель. Пересняли эти 3 петли, а следующие 3 петли мы провязываем. 1, 2, 3 лицевыми петлями. Теперь правую спицу перед работой вводим в не провязанные переснятые петли внутрь. Перед работой вот так. Завели. Теперь
Провязанные петли придерживаем пальцем, большим пальцем, и правую спицу вытаскиваем из всех этих 6 петель и надеваем на нее провязанные петли, которые мы придерживали пальцем. А теперь провязываем не провязанные петли. 1, 2, 3. Вот такое у нас перекрещивание петель получилось с наклоном влево, без дополнительной спицы. Маркер переснимаем. Теперь провязываем второй раппорт. 2 петли вместе, одной изнаночной петлей, 2 накида, 1 накид, второй накид. Еще раз 2 петли вместе, одной изнаночной петлей, затем перекрестить 6 петель с наклоном влево. Первые 3 петли мы переснимаем на правую спицу, не провязывая. Следующие 3 петли мы провязываем лицевыми петлями. Затем левую спицу перед работой вводим в непровязанные петли слева направо. Будет вот так. И теперь, придерживая пальцем провязанные петли, вытаскиваем правую спицу из всех 6 петель и надеваем затем на нее петли, которые мы провязали. 1, 2 и 3. И теперь провязываем те петли, которые были не провязаны, лицевыми петлями. 1, 2 и 3. И вот такой у нас жгутик с наклоном влево получается. Маркер переснимаем. Вы провязываете столько раппортов в 9 ряду, сколько у вас набрано. В конце ряда мы провязываем 4 петли симметрии. Провязываем 2 петли вместе, одной изнаночной петлей. Затем делаем 2 накида, 1, 2. И еще раз 2 петли вместе, одной изнаночной петлей. Кромочная петля, изнаночная. Провязываем 10 изнаночный ряд. 10 изнаночный ряд вяжем слева направо. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем лицевую петлю. Затем перед нами двойной накид. Первый накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Второй накид провязываем изнаночной петлей. Я предлагаю провязать изнаночной скрещенной лицевой петлей классической за переднюю стенку. Вот так. Далее идет лицевая петля. При таком провязывании петель накида, двойного накида, дырочка будет более такая ровная. Далее 6 изнаночных петель. Переснимаем маркер, провязываем 6 изнаночных петель. То есть читаем обозначение схемы в четном ряду наоборот. 4, 5, 6. Далее идет лицевая петля. Провязываем лицевую петлю. Далее перед нами двойной накид. Первый накид провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Второй накид провязываем классической изнаночной петлей.
то есть скрещенной петлей за переднюю стенку, чтобы дырочки были более ровные. Затем идет лицевая петля. Провязали один раппорт узора, маркер переснимаем, повторяем раппорт узора, 6 изнаночных петель, провязываем 6 изнаночных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее идет лицевая петля. Далее перед нами двойной накид. Первый накид провязываем, как здесь я обозначена, лицевой петлей, то есть читаем схему наоборот. Провязываем лицевую петлю за переднюю стенку. Второй накид провязываем изнаночной петлей классической, то есть скрещенной изнаночной петлей. Так края дырочки будут ровнее. Дальше провязываем лицевую петлю. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Один раппорт узора вверх по вязанию мы провязали. Разворачиваем работу на лицевую сторону. И вот у нас уже вырисовывается вот такой вот узор с такими красивыми жгутами с дырочками. Далее повторяйте раппорт узора вверх по вязанию с первого ряда. При вязании этого узора по кругу все ряды, четные и нечетные, являются лицевыми и вяжутся справа налево по схеме, то есть по ее условным обозначениям. В четвертом ряду при провязывании двойного накида первый накид мы провязываем лицевой петлей, а второй сбрасываем. В 10 ряду при провязывании двойного накида первый накид мы провязываем изнаночной петлей, а второй накид лицевой петлей. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель, для вязания такого узора по кругу необходимо набрать число петель, которое делится на 10, то есть на количество петель раппорта. Петли симметрии и кромочные петли набирать не нужно, но нужно набрать одну петлю для замыкания петель в круг. На этом у меня все. Надеюсь, узор вам понравился. Если понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще не подписался на канал. Пока-пока.